Спешащие мимо редкие прохожие с любопытством прислушивались к разговору пары у роддома. Она прижимала к себе новорожденного в розовом конверте и не смотрела на собеседника. Он о чем-то убедительно просил ее. Со стороны их можно было принять за молодоженов, которые никак не могли прийти к согласию. «Катюш, поехали ко мне. Но куда вы?» «Нет, я не пойду с тобой. Ты нам никто». «Катя, обещаю, что не брошу вас и помогу растить Люсю. Ты ни в чем не будешь никогда нуждаться». «Димка, дай пройти. Да отстань ты. Сама разберусь». «Тебе же некуда идти. Нас ждет машина. Не бойся». Она уступила. Со съемной квартиры хозяйка попросила ее съехать буквально перед самыми родами. Нового жилья не успела подыскать. Он тоже волновался, не меньше нее. Но он мужчина, а мужчина всегда должен нести ответственность. Димка был не единственным ребенком в семье. Его старшего брата звали Артем, мамин и папин любимчик и гордость. А Димка так, не подавал надежд. С рождением младшего братика 4-летний Артем смекнул, что у него появился конкурент, и теперь ему придется бороться за любовь родителей с этим вечно пищащим комочком. Рассудительный не по годам мальчик, как листенок, ластился к маме, изображал вид любящего брата, желая угождать во всем старшим. И с годами внимание родителей переключилось к усердно старающемуся в учебе первенцу. «Мой идеальный мальчик», — говорила мать Артему, — «тебя ждет замечательное будущее», — вздыхая добавляла, «и почему Димка не такой, как ты?» После окончания школы Дмитрий по настоянию отца, стремящегося привить самостоятельность сыновьям, перебрался жить к Артему, студенту 3-го курса медицинского вуза, в бабушкину 3-комнатную квартиру, доставшуюся им по наследству. Поступил в колледж. После учебы младший брат отправился отдавать долг родине, а когда вернулся, Артем работал в одной из поликлиник города. Мать, Анна Николаевна, все так же наведывалась к сыновьям раз в неделю проверить порядки. Братья жили в одной квартире, но общего у них было мало, словно соседи, оказавшиеся по воле судьбы под одной крышей и вынужденные терпеть присутствие друг друга. Из-за отсутствия братской привязанности и взаимопонимания Дима вздохнул с облегчением, когда Артем переехал в другой город. Отец поднял все свои старые связи и пристроил любимого сыночка в частную клинику. Дима открыл дверь и первыми пропустил в квартиру Катю с ребенком. «Катюш, ты это, еда в холодильнике, не стесняйся, будь как дома, ты же знаешь, что где лежит в этой квартире». Замялся хозяин. «Пойдем», — указал он на одну из комнат. «Располагайся, а я мигом, хорошо? Скажи, что вам с Люсей нужно на первое время». Молодая мамочка сконфуженно пожала плечами. «Дим, неудобно как-то. Зря я согласилась на твое предложение. А если он вернется?» «Не вернется. Я скоро». Люся спала на руках у мамы. Катя с печалью смотрела на малышку. Димы не было 3 часа. Девушка то и дело подходила к окну в ожидании хозяина. Молодая мамочка присела на кровать, откинулась на спинку и задремала. Ключ со скрипом повернулся в замочной скважине. Дима вернулся не пустой и не один. Катя вышла в коридор. Парень руководил грузчиками, которые вносили в квартиру коробки. «Дим, что это?» Потом, Катюш. Мы тут пошумим немного. Вам с Люсей нужны особенные условия». Еще через пару часов хозяин квартиры переселил Катю в самую большую комнату в квартире, где уже была собрана детская кроватка, стояла новенькая коляска. «Ну вот, здесь вам будет комфортнее. У Люси теперь своя кроватка. Вроде все взял.
остальное по мере необходимости. Молодая мамочка была ошарашена. «Дима, зачем ты тратился? Я ненадолго. Я поеду к бабушке». «Кать, давай потом поговорим о твоем переезде и какие условия в деревне. Вода в колонке и доктор за 300 верст. Нет, я вас не отпущу». Дима был прав. Куда ей сейчас дергаться? Тем более она так и не сообщила бабуле о своей беременности. Больше ей податься было некуда. «У меня просьба. Дима, помоги мне забрать мои вещи из съемной квартиры. Зинаида Михайловна обещала, что пока я в роддоме, они могут полежать в нее». «Без проблем. Завтра заберу. Договорились?» «Спасибо большое. Я ведь тебе совершенно чужой человек, и мне казалось, что ты меня недолюбливаешь, когда...» Катя не договорила, так как Дмитрий не дал закончить фразу. Он не хотел вспоминать о брате. Недостойный поступок Артема разозлил его. Как можно было бросить девушку в положении? Как можно было отказаться от своего ребенка и ради карьеры сбежать в другой город, оставив Катю? Он даже от родителей скрывал свою девушку, считая, что они не одобрят неподходящую партию. Димка не мог позволить, чтобы его племянница страдала. Ему было жаль Катю, зная, что ей просто некому помочь, и она ему всегда была симпатична, хотя избегал общения, когда она приходила к Артему, и старался куда-нибудь уйти, оставив их наедине. Вот именно, казалось, и не чужая ты мне теперь. Вон, у нас Люсенька какая. Теперь ваш дом здесь, серьезно произнес Дмитрий. Екатерина безмерно была благодарна брату Артема. Сам Бог его послал. Она переживала, как отнесутся родители Димы к ним, но он заверил, что все будет хорошо, они не кусаются, и как только вернутся с дачи, то обязательно поговорит и все объяснит. Уже неделю Катя с дочкой потихонечку обживалась у Димы. В квартире пахло младенцем. Почему-то ему очень нравился этот сладкий запах. Он с большим желанием помогал с племянницей, с трепетом и осторожностью брал крошку на руки. С появлением в жизни Димы новых людей он стал спешить с работы домой и свел на нет общение со своей холостяцкой компанией. Спокойно и размеренно прошла первая неделя совместного существования Димы и Кати с дочкой, пока тишину не нарушил полуночный звонок в дверь. Нежданный гость, обнаружив, что ключ не открыл дверь, так как она заперта изнутри, принялся, несмотря на поздний час, настойчиво звонить и стучать. Сердце у Кати замерло в нехорошем предчувствии. Димка, одеваясь на ходу, поспешил открыть и успокоить назойливого гостя, пока он не разбудил Люсю. Катя подошла к закрытой двери своей комнаты и прислонилась к ней ухом, чтобы послушать, кто заявился в столь поздний час. «Ольга, ты что шумишь? Ты зачем пришла?» Шипел рассерженный Дима на девушку. «Хотела тебе в глаза посмотреть», — нагло заявила Ольга. «Я же сказал, что между нами все кончено». Парень стал грудью, преграждая путь беспардонной девушке, пытающейся проникнуть в квартиру. «Значит, это правда?» — заключила она, глядя на коляску в прихожей. «Это ты меня на девицу братца своего променял?» «Катя, не девица, я тебе ничего не должен объяснять, и мы расстались от того, что просто я устал от твоих выходок. А Артем знает, что ты ее подобрал. А может, ребенок от тебя? Поэтому ты так суетишься?» «Пошла вон, нам не о чем больше говорить». Димка схватил ее за локоть и вывел на лестничную площадку. «Ключи верни», — в приказной форме потребовал хозяин. «Да, пожалуйста. Еще раз придешь, пожалеешь». Как только затихли звуки, Катя вышла в коридор.
Извини, неудобно получилось. Он виновато посмотрел на квартирантку. Не хочу портить тебе личную жизнь. Не хочу быть обузой. Дима, я хочу съехать. Не стоило. Так, ты ничего не испортила. И выбрось из головы идею с переездом. Мне казалось, что мы все уже обговорили и все решили. А про Ольгу забудь. Ее заел тот факт, что инициатором разрыва стала не она. Вот и бесится. Больше она нас не потревожит. Катя ранее в этой квартире пересекалась с бывшей девушкой Димы. Оля показалась ей высокомерной. Она даже здоровалась с ней сквозь зубы и всегда вела себя как хозяйка. На этом инцидент с Ольгой был исчерпан и на следующий день окончательно забыт. А дома после работы Диму ждал новый сюрприз. Анна Николаевна вернулась с дачи раньше, чем планировала, и без предупреждения навестила младшего сына. Дмитрий застал женщин за столом на кухне. «Ну, здравствуй, сынок, а мы вот чаевничаем», — улыбнулась она. Сказать, что я ошарашена, ничего не сказать. Катя неловко убирала волосы за ухо, щеки ее горели румянцем. «Мам, я ждал вашего возвращения чуть позже. Дима, почему же ты скрыл от меня и отца такое сокровище?» Указала она на Катю. «У нас внучка родилась, а ты молчишь, как рыба, и из Катюши слова не вытянешь. А ну, молодые, давайте все по порядку. И где же вы познакомились?» «Мам, разве имеет значение, где мы познакомились? Я люблю Катюшу, и мы поженимся». Вдруг неожиданно для себя выпалил Дима. Глаза у Кати округлились, но она не стала перечить Дмитрию. «Вот и хорошо, вот и правильно. Наша внучка должна носить нашу фамилию. Никак не могу прийти в себя, поверить в то, что я теперь бабушка. Люся на тебя похожа, Димочка». Димка был удивлен реакцией матери. Он не предполагал, что она с таким воодушевлением воспримет новость о Кате, о внучке. Люся проснулась, будто почувствовала, что речь идет о ней, и закряхтела. Потом пискнула, давая знать о себе. Мать пошла к дочке, и Анна последовала за ней. На мгновение Николаевна остановилась возле сына, похлопала его по плечу и шепнула: «Дима, не затягивай с женитьбой. Катюша хорошая для тебя пара». Будущая свекровь Кати не торопилась уходить. Она с рук не спускала внучку. «Катюш, ты не представляешь, как мать двоих сыновей всегда хотела дочку, но здоровье не позволило. Девочки-помощницы, они всегда к матери ближе. А знаешь, я вот для Димы всегда представляла вот такую жену, как ты, хозяйственную, спокойную, воспитанную. Теперь я за него спокойна». Ушла Анна, оставив о себе хорошее впечатление. В квартире повисла тишина, которую первым нарушил Дмитрий. «Катя, ты выйдешь за меня?» «Дим, я думала, что ты для мамы придумал про женитьбу». «Катя, я не шутил. Это мое осознанное решение. Подожди, подумай, прежде чем отказываться. Я ничего не прошу взамен. Ну, если только иногда побалуешь меня своим фирменным борщом. Вкуснее в жизни ничего не ел». Натянуто улыбнулся Димка и приблизился к Кате и взял за руки. «Дим, я не готова к новым отношениям. И... ты все еще любишь его?» Склонил на бок голову парень и отвел глаза. «Нет, перегорело все. Я просто не смогу теперь довериться кому-либо. Мы будем жить как прежде, как брат и сестра, а для остальных станем мужем и женой». Только сейчас Катя посмотрела на Димку другими глазами. Она впервые заметила, что он ей симпатизировал с первого дня ее появления у него в квартире. Она ценила ту помощь, что он оказал в сложившейся с ней неприятной ситуации. Да,
Он брат виновника Катиных несчастий, но разве он должен отвечать за чужие поступки и брать на себя чужие обязательства? На следующий день Анна пришла в гости к сыну и будущей невестке не одна. Вадим Федорович составил ей компанию. Ему не терпелось познакомиться с Екатериной и Люсенькой. Супруга по телефону еще с вечера быстро ввела его в курс дел младшего сына. Вадим незамедлительно покинул любимую дачу и примчался в город. Гости принесли подарки для новых родственников. Наедине Диму ждал серьезный разговор с отцом. Конечно же, он отчитал сына за промедление и скрытничество и потребовал не затягивать со штампом в паспорте. Регистрация брака прошла тихо и спокойно. Из присутствующих только родители Димы. Бабушке Кате по состоянию здоровья противопоказаны дальние путешествия, но они, конечно же, сообщили ей о замужестве и обещали приехать как смогут. Артем не прилетел на бракосочетание брата, открестился, сославшись на нечеловеческую занятость. Услышав имя Катя, у него ничего не ёкнуло в груди. Он и думать забыл о девушке, влюбленной в него. Эгоистичный парень позволял ей себя любить, пока она была ему интересна. А когда узнал о незапланированной беременности, которая могла сорвать его планы, то дал денег на аборт. Личная жизнь младшего брата его совершенно не интересовала. С равнодушием отнесся и к его женитьбе, и даже не передал привет и не попросил поздравить от него. В ближайшее время Артем не собирался в родной город, отчего Анна огорчилась. Но теперь разлуку с любимчиком скрасила внучка. Ей она была готова отдать все свободное время, а на души не чаяла в девочке. Больше года прошло с тех пор, как Дима с Катей обменялись кольцами, но в их отношениях ровным счетом ничего не поменялось. Они вместе вели быт, ходили на прогулки с Люсей, по магазинам и в гости к родителям, но спали по-прежнему в разных комнатах. Дима держал свое обещание, с ним она чувствовала себя как за каменной стеной. Спокойную, размеренную жизнь нарушило известие о возвращении Артема. Нет, она знала, что наступит момент истины, когда придется встретиться с ним лицом к лицу, но старалась не думать об этом. В выходные свекровь устраивала праздничный обед на даче по случаю приезда Артема. Отказаться идти к свекрам Катя не могла. Старший сын прилетел к родителям со своей девушкой, дочкой директора клиники, в которой он трудился. За то время, как Артем с невестой находились на даче, Анна уже успела познакомиться с Верой, показать ей семейные альбомы, похвалиться смышленной не по годам внучкой Люсенькой, небольшим бизнесом младшего сына, который он организовал после женитьбы. Вера была приятной в общении и с удовольствием внимала рассказам матери жениха. Артем же отстранился и, сидя в кресле качалки на крыльце, представлял свой скорейший отъезд, не зная, как объясниться с родителями, чтобы их не обидеть. Он не планировал долго гостить у них, так как будущий тесть подарил им с Верой путевки в одну из европейских стран. «И долго еще ждать?» – заметно нервничал Артем. «Может, начнем без Димки и его семьи?» «Ну что ты, сыночек, отец им звонил, они на подъезде. Когда последний раз мы все вместе собирались за одним столом? Давайте подождем». Вера, занявшая место рядом с Артемом, улыбаясь, кивнула Анне Николаевне в знак согласия. «Ничего не меняется. Как был шалопаем, так и мы остался», – буркнул себе под нос Артем, привстал, отодвинул стул, на котором сидел, и быстро вышел из-за стола. Он заметно негодовал и спешил после праздничного обеда сообщить родителям об скором своем отъезде. «Бизнесмен, блин!» – поносил старший брат младшего, выйдя на летнюю веранду. За высоким забором послышался звук подъезжающей машины, хлопнула дверца авто,
и в проеме калитки показался Димка. Он открыл ворота, чтобы загнать машину во двор. «Ты как?» — обратился водитель к супруге, въехав во двор и остановившись недалеко от террасы. Катя улыбнулась и кивнула. Рядом с ней Дмитрий, и как бы сегодня ни сложился обед в кругу семьи, внутри себя была уверена, что справится. Той наивной девчонки, которая позволяла вытирать из себя ноги, больше нет. По мере приближения к дому Дмитрия с женой и дочкой глаза Артема округлялись и, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Со стороны было забавно видеть его недоумевающее лицо, но на него никто не обращал внимания. Родители и Вера вышли на веранду. После приветствия Анна Николаевна представила Катю и любимую внученьку старшему сыну и Вере. Артем старался взять себя в руки и не подавать виду. Лишь Вера ощутила внутреннее смятение жениха. Братья неохотно пожали друг другу руки. Наконец-то все уселись за огромный стол. Катя сосредоточилась на дочке, которую она держала на коленях. Отец интересовался у Дмитрия его делами, а Анна следила за наполнением тарелок едой. Вера что-то тихонечко спрашивала или рассказывала Артему. Он кивал молча и переводил взгляд с Кати и Люси на брата. Когда его глаза встречались с глазами Димы, по спине словно пробегала электрическая волна, бросала в пот, и он начинал ерзать на стуле. Артем усиленно старался припомнить дату рождения Люси, ведь мать постоянно в телефонных разговорах рассказывала о ней. Потом, загибая пальцы левой руки под столом, мысленно считал. Считал и не верил своим подсчетам. Он уже и напрочь забыл об объявлении, которое хотел сделать за обедом. Больше не мог Артем оставаться за столом. Ему нужно было выяснить все подробности, но он не знал, как сделать это незаметно для родителей и Веры, которая постоянно не выпускала его из поля своего зрения. Возможность представилась только через несколько часов, когда семейство переместилось к бассейну. «Прокатимся?» — ухмыльнулся уголком рта Артем, оказавшись специально поблизости с братом. Катя краем уха слышала предложение Темы. Сердце у нее сжалось в комок от нехорошего предчувствия. Димка, переглянувшись с женой, согласился. Вскоре братья неслись в машине по единственной дороге в сторону города. «Как так получилось, что ты с Катей и воспитываешь мою дочь?» Задал Артем вопрос, мучивший его несколько часов подряд. «А тебе какая разница? Ты же сам с ней порвал, а точнее, бросил беременную, еще и денег дал на аборт. Теперь это не твое дело, не лезь в нашу семью». Отвлекся от дороги Дмитрий. «И что мне делать? Как жить?» Невольно озвучил свои мысли Тёма. «Как тебе жить? Да как раньше!» Успел только произнести Димка перед тем, как автомобиль, подпрыгнув на кочке, его занесло на повороте. Водитель, отвлеченный выяснением отношений, не справился с управлением. Катя не находила себе места. Более часа Дима и Артем не возвращались. «Вадим Федорович, а куда могли поехать ребята? Столько времени прошло, а их нет». «Катюш, они долго не виделись, не переживай, но мало ли о чем им нужно поговорить». Еще через час невестка окончательно потеряла терпение и настояла на том, чтобы свекор вместе с ней поехал на поиски Димы и Артема. Видя, что Катя сильно волнуется, он более не стал ее отговаривать. Минут через 15 медленной езды Екатерина ахнула. Она первая заприметила машину супруга, улетевшую в кювет. Свекор затормозил. У него затряслись руки при виде мятой машины. Она стояла на колесах, но в кабине никого не было. Катя еще никогда не бегала так быстро, не чуя ног под собой, летела к авто. «Дима,
Димочка!» Вырвался душераздирающий крик из ее груди. Она не могла вдохнуть, а из нее словно выбили воздух. Артем, сидевший рядом с братом за машиной, поднялся с земли. «Все нормально, ушибы и ссадины, жить будет!» — крикнул он невестке и спешащему следом отцу. Но Катя не слышала его. Дима сидел, облокотившись спиной на переднюю дверь машины. Одна нога его была вытянута, другая согнута в колене. Жена кинулась к нему, все еще не веря своим глазам, начала покрывать его лицо поцелуями. «Дима, Димочка!» — твердила она. «Где? Где болит?» По лицу Кати, как две полноводные реки, текли слезы, застилавшие глаза. Только сейчас она осознала, как дорог ей супруг. Если бы с ним что-нибудь случилось, она легла бы рядом и больше не поднялась, не смогла бы без него не то что жить, но и дышать. Дима ощутил поцелуй на губах. Это их первый поцелуй. Время остановилось для них. Не обращая внимания на Вадима Федоровича и Артема, словно после долгой разлуки, супруги не могли надышаться друг другом. Димка замер и тонул в поцелуях Кати, забыв о боли. К вечеру, когда более или менее все проблемы утрясли, семья вновь собралась за одним столом. Правда, не в полном составе. Дима и Катя вернулись в свою городскую квартиру. Артем набрался смелости и рассказал про их с Верой завтрашний отъезд. Родители без обиды восприняли эту новость. Решили, что после пережитого всем не мешало бы отдохнуть. У Артема было время поговорить по душам с братом, пока их искали отец и Катя. Единственный раз, когда они общались не как соседи по квартире, а как братья. Тёма не любил Катю и не претендовал на нее. Он впервые в жизни что-то обещал Диме и намеревался сдержать свою клятву, оставить все как есть и хранить молчание. В голове у него еще долго крутилась, как заезженная пластинка, фраза «Не твое дело». Прошел еще год. Цвела липа во дворе больницы. То ли сладкий аромат, наполнивший воздух, то ли радостная новость кружили голову Дмитрию. Он стоял с большим букетом под окнами роддома и ждал, пока выглянет его Катюша. Рядом с Димой в волнительном ожидании топтались его родители. Люся держала за руку отца. Катя подошла к окну 3-го этажа. Счастливый папа замахал цветами и закричал изо всех сил: «Я люблю тебя!» Катя прислонилась лбом к стеклу и прошептала: «Я тоже люблю тебя». Она выдохнула и на слегка запотевшем окне нарисовала пальцем сердечко. На руках у Кати, улыбаясь сладко, спал их с Димой сынок. Когда зародилась нелюбовь к Дмитрию? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть, когда он привел ее к себе в дом. Или когда сделал предложение. Или когда он не спал ночами, помогая укачивать Люсю. Нежные чувства словно всегда теплились в глубине ее души, и одного дуновения хватило, чтобы они превратились в пламя. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.